Всем привет! И сегодня в битве вы увидите всех героев игры Черепашки Ниндзя Легенды. Составы от подписчиков я буду делать в следующем видео. Ну а сегодня мы потестим абсолютно всех героев. Сражаться будем на турнире. И я очень надеюсь, что видео вам понравится. И опять же прошу поддержать видео лайками, комментариями и подписками. Ну а сейчас давайте-ка возьмем первую пятерку. И это у меня Сплинтер, Микеланджело Видение, Бакстер Муха, Донателло Видение и Бакстер Стокман. Итак, друзья, будем героев брать подряд, чтобы это было интересно. Итак, что же команда врагов? Бакстер Стокман, Крис Брэдфорд, Микеланджело Видение, Эйприл Анил и Стиранка. И первым делом я попробую справиться с Эйприл Анил. Для этого Бакстер Муха забрасывает ее кислотой, выбивает противника. Отлично. Дальше Сплинтер медитирует, усиливает нашу команду. Здорово. Что же враги? Враги не действуют, поэтому я еще более усиливаю нашу команду благодаря Микеланджело Видения. Вот так появляется особый навык, особая способность. Это точно благодаря которой наши удары будут наносить более сильный удар. Вот Донни Видение тем временем метает молот, выбивает Криса Брэдфорда, и в бой уже вступает Бакстер Стокман. Он наносит ракетный удар, выбивает очередного противника, а я тем временем подлечиваю и усиливаю нашу команду, опять же, благодаря особой сыроватке от Бакстера Мухи. Что дальше? Дальше я, друзья, пытаюсь нанести удар тайной катаны Сплинтера по Бакстеру Стокману, но вот видите, враг уничтожен, и финальный удар наносит Микеланджело Видение. Бросает желудь и натравливает на Стиранка целую кучу злых белок. Супер! Ну что ж, идеальная победа. Вот первая пятерка себя показала очень достойно, и мы переходим к следующей пятерке героев. Кто же у нас в следующей пятерке? Давайте-ка я посмотрю. И это у нас Усаги Эдзимба, Макмен, Донателло Мультяшный, Рокзар и Карай. Здорово! Ну что ж, вперед. Итак, посмотрим, как сработает наша команда. Итак, первым делом я попробую атаковать Лео из мультика. Для этого Карай использует удар копьем. Мощная атака, и враг повержен. Отлично. Дальше я прокачиваю уклонению, особые способности Усаги Эдзимба, благодаря которой вражеские удары будут проходить мимо. Ну что ж, неплохо. А вот что дальше? Дальше, друзья, Рокзар воет на Луну, тем самым привлекая внимание к себе. Итак, у нас целая куча положительных эффектов. И кроме того, сейчас попробуем выбить вот Мандагека. Для этого Макмен наносит мощные удары своими руками, лапами. Враг уничтожен, а Донателло тем временем продолжает усиливать нашу команду. Супер. Итак, целая куча положительных эффектов. Что-то пыталась сделать Карай. Вот атаковала Рокзара. Он ответил контратакой. Ну и опять же, вот уже наша Карай пытается отравить Рафа оригинально. Это у нее получается. И вот финальный удар уже наносит Усаги Эдзимба. Выхватывая две катаны, он наносит серию мощных ударов с разворотами своими катанами, добивая последнего из врагов. Ну что ж, просто супер, идеальная победа, идеальный бой, и мы идем с вами дальше. Супер. Итак, продолжаем продвигаться по турнирной лестнице, и я беру следующую пятерку героев. Кто же у нас попадет в следующую пятерку? И это у нас Раф из мультика, Нейтрализатор, Змея Карай, вот это у нас Кейси Джонс Мультяшный и Керби Мышь. Кстати, Керби Мышь это отец Эйприл Анил по мультику, по сериалу Черепашки Ниндзя Легенды. Итак, что у нас с врагами? Сейчас я буду атаковать вражеского героя Шреддера, так как он является лекарем, поэтому его надо выбивать в первую очередь. Змея Кара его кусает, выбивает, отлично. Дальше уже подключаем Мандагека, прошу прощения, это не Мандагека, это Кейси Джонс. Вот своей перчаткой-шокером выбивает очередного противника. Подключаем Керби Мышь, наносит удар с высоты. Вот, да, очередной враг повержен, супер. Вот, кроме того, Раф усиливает нашу команду благодаря своей ярости. Вот, появляется новый положительный эффект. Супер. Да, нейтрализатор. Нейтрализатор сейчас метнет свои диски. Вот так. Супер. Итак, остался последний враг. Это у нас Рокстеди, которого уже вот благодаря ультразвуку добивает Змея Карай. Супер.
Ну что ж, здорово, сработала наша команда, а мы идем с вами дальше и берем следующую пятерку героев. Опять же, продвигаемся по турнирной лестнице и берем следующую команду. Итак, пусть будет средняя. Итак, следующий герой это у нас Армагон, Раф классический, Эйприл Анил, Донателло ролевик и Микеланджело ролевой. Здорово. Ну что ж, вперед. Следующая команда. Следующие враги. Попадаем, кстати, в измерение X. Сейчас попробуем справиться первым делом, опять же, с вражеским лекарем. Хотя, вот давайте-ка я сейчас использую кольцо удачи Микеланджело ролевого. Усиливает нашу команду, хотя видимых эффектов нету. Вот ничего страшного. Сейчас Армагон пытается закусать Эйприл Анил. Кусающие атаки. Грызет, кусает и выбивает вражеского персонажа. Отлично. Вот Донни, прошу прощения, это Раф. Раф классический тем временем решил перекусить пиццей, угощая друзей, тем самым усиливая нашу команду. Супер. Ну что ж, а вот сейчас давайте-ка попробуем использовать телекинез Эйприл Анил. Мощная атака и Микки ролевой уничтожен. Донни ролевой тем временем активирует свой посох, создает энергетический щит, который защищает наших героев. Как видите, кроме защиты у некоторых героев появляется и броня, но врага надо добивать. Итак, Микки стреляет из лука, выбивает Рокстеди мультяшного, вот, а Армагон наносит ракетный удар. Вот ракеты летят, взрываются и добивают остатки вражеского героя. Супер. Ну что ж, это была хорошая победа, хороший бой, и мы идем с вами дальше. Итак, вот берем следующую пятерку героев. Вот следующая пятерка это у нас, давайте-ка я посмотрю, кто у нас попадет сейчас. Это Крис Брэдфорд, Морозная кошка, вот Север Монтес, Раф Видение и еще Донни оригинальный. Что ж, вперед в битву, давайте-ка посмотрим и на эту команду героев. Вот попадаем в комикс на этот раз. Итак, вражеский лекарь Бибоп Кролик, его и будем атаковать. Мощный удар вот Донни оригинального в прыжке. Бьет своим бо и выбивает врага с первого раза. Дальше давайте-ка, друзья, я прокачаю защиту, не будем рисковать. Вот Крис Брэдфорд, выбивая газировку, налаживает на нас вот такой вот положительный эффект. Морозная кошка тоже вот достает сырное мороженое, тем самым усиливая и подлечивая нашу команду. А Крис Брэдфорд танцует забавный танец. Вот и налаживает уже на врагов негативный эффект дебаф. Это уменьшение точности, уменьшение защиты. Кроме того, Раф Видение попробует поджарить сейчас Бибопа классического. Мощная огненная атака, и, как видите, враг повержен. Вот. Ответка: Крис Брэдфорд пытался атаковать нашего Крис Брэдфорда. Как-то не очень. Да, вот вражеский Донни классический атакует при помощи вертолета. Ну, а я в свою очередь подлечиваю наших героев благодаря особой технике Донни оригинального. Вот так. Сработало. Кроме того, Крис Брэдфорд прокачивает вот дополнительную атаку, разбивая доску. Вот и сейчас уже Морозная кошка, еще жонглируя вишенками, прокачивает скорость. Итак, смотрите, сколько у нас сейчас положительных эффектов. Это здорово, но я думаю, надо уже добивать врагов. Итак, Север Монтес, удар ногой в стиле боевого танца КПР, добивает этого противника, а точку ставит Раф Видение, огненным торнадо, просто выжигая остатки вражеского отряда. Да, это было здорово. Хорошая победа, хороший бой. И мы продолжаем битву. Итак, вперед. Все выше по турнирной лестнице. И я беру следующую пятерку героев. Итак, следующая пятерка героев это у нас Микки оригинальный, Стиранка, Лео Космос, Лео Мультика и Микеланджело мультяшный. Что ж, неплохо. Итак, давайте-ка посмотрим, как удастся и этой команде справиться. Итак, Эйприл Анил пока я не буду трогать. Давайте-ка мы прокачаем лучшее уклонение для нас. Это особая техника Микеланджело мультяшного, благодаря которого вражеские удары будут проходить мимо. Как видите, у нас появились значки уклонения, и еще появился у некоторых героев критический удар. Хотя, в принципе, у всех появился как уклонение, так и критический удар. А нет, вот у Лео нету критического удара. Что ж,
Итак, а вот теперь давайте-ка и атаковать. И Микки оригинальный в прыжке с своими нунчаками пытается выбить Эйприл Анил, и у него получается. Отлично. А Лео космический тем временем, благодаря образу капитана Райана, вот защищает наш отряд дополнительной защитой, а Лео из мультика медитирует. Как бы тоже усиливает и подлечивает нашу команду. В бой ввязывается Стиранка, уметает взрывчатку. Вот какая-то бомба выбивает Биба по мультяшного. Вот Раф введение вражеский контратакует, пытается поджарить Микки, но благодаря дополнительной защите урон минимален. Ну и как видите, вражеский сплинтер усиливает свою команду. Вот я не думаю, что это ему поможет. Тем не менее, перед финальной битвой давайте-ка перекусим пиццей. Это делает Микеланджело мультяшный. И попробуем еще усилить нашу команду иммунитетом. Опять же, особая техника Микеланджело вот мультяшного. Вот пытаемся пострелить в противника из бластера Лео космического. Да, вражеский учитель Сплинтер уничтожен. И Лео из мультика рубит катаны. Одна из мощнейших атак в этой игре. Как видите, вражеский Тони выбит. Но бой заканчиваясь, Тиранка достает пулемет, стреляет и добивает последнего из врагов. Да, это было, конечно же, здорово. Кстати, Стиранка один из любимых моих героев. У него следующая спецатака — это гранатомет, который тоже наносит массовый урон. Очень, кстати, крутая. Супер! Ну что ж, друзья, идем с вами дальше и берем следующую команду, пятерку героев. Вот это у нас... Друзья, я забыл, как зовется этот герой. Это, по-моему, у нас Острозуб. Да, 100% Острозуб. Крысиный король, Лео Видение, Мандагека и Пиццелицей. Острозуб и Саблезуб команда, ну у нас пока вот только Острозуб попал. Итак. Вот, что ж, друзья, сейчас попробуем вот прокачать скорость для всего нашего отряда. Для этого Лео Видение достает флаг, отлично, усиливает нашу команду. Вот появились положительные эффекты скорость, плюс броня у некоторых героев. Ну и кроме того, давайте-ка усилим нашу команду вот благодаря Мандагека. Играя на воображаемой гитаре, он прокачивает еще и, по-моему, вот броня у некоторых героев сработала. Итак, что мы здесь можем делать? Мы можем атаковать Крис Пратфорда при помощи вот разума крысиного короля. Да, ему удалось выбить противника. Вот Острозуб тем временем пытается запугать врагов, лает на них, а Пиццелицей метает зомби-пиццу. Очень мощная атака. Есть. Вражеский герой, вот Бибоп уничтожен. Вот вражеский герой Хан пытается навредить нашему отряду. Вот, кстати, кого-то из героев задело негативный эффект там дебафом. Вражеский Микки еще танцует, прокачивает атаку для своего отряда. Но я уверен, это уже врагам не поможет. Так как Лео Видение достает тыкву, бросает ее в воздухе, подрывает и просто сметает остатки вражеского отряда вот такой вот крутой ударной волной. Супер. Ну что ж, это было здорово, хорошая победа, хороший бой. Продолжаем двигаться вот по турнирной лестнице и берем следующую пятерку героев. Итак, следующая пятерка героев — это у нас Микеланджело космический, это у нас Хан, Крип, Раф из фильма и Микеланджело классический. Да, неплохая пятерка героев. Вот и сейчас мы ее тоже потестим в битве. Итак, что враги? Одни черепашки. Это прикольно. Смотрите, оригинальный вот Микки, Раф классический, Лео мультяшный, Дони классический и Микки классический. Прикольно. Прикольно. Очень забавная команда. Итак, давайте-ка сейчас на вражеского оригинального Микки я натравлю космический маффин от Микки космического. Итак, это сейчас забавный кексик должен подгрызть вражеского героя. Так, да, удалось выбить врага, отлично. Дальше Хан делает пасы руками и налаживает на врагов негативный эффект, уменьшая защиту вражеского отряда. Вот, очень чудесно. Кроме того, Микеланджело классический атакует со скейта. Супер, не сумел добить противника, но ничего страшного. Крип сейчас попытается запугать врагов своим видом. Отлично. Вот у врагов опять же появились новые негативные эффекты, дебафы. Вот кроме того и Раф попробует их запугать. Так, кто из наших героев будет пострашнее? Итак, враг что-то не особо среагировал. Вот, и в свою очередь пытается что-то сделать.
Вражеский Микки классический танцует, прокачивает атаку для своих героев. Ну, я пока добью Дони. Итак, Хан бьет ногой с разворота, добивает Дони классического. Вот Микки из классический тем временем опять же танцует, прокачивает атаку для нашего отряда. Чудесно. Ага, враг контратакует, тоже Микки классический уже на этот раз. Пытался запинать нашего Крипа. Вражеский Лео призывает к атаке, а Лео из мультика рубит Крипа. Ну что сказать, друзья, давайте-ка сейчас подключим лазерный танфу нашего Микки космического. Очень мощная атака. И что же враги? Да, нам удалось выбить вражеского Микеланджело классического. Остальных героев, я уверен, мы и так запинаем. Итак, Хан бьет серией мощных ударов, выбивая Лео из мультика, а Микки забрасывает последнего из врагов сюрикенами. Ну, как-то так. Да, здорово. Итак, идеальная победа. Продолжаем идти все выше по турнирной лестнице. Вот, и берем следующую пятерку героев. Итак, следующая пятерка героев это у нас Саблезуб, Змей-Кьюн, Бибоп мультяшный, Дони космический и Бибоп из фильма. Супер. Кстати, прикольная команда получилась. Итак, вперед в атаку. И да, друзья, первым делом сейчас попробуем выбить вражеского лекаря Эйприл Анил. Для этого Саблезуб ее кусает и закусывает. Бибоп тем временем вот, танцует забавный танец, прокачивая уклонение для себя, чтобы его не задело ударом. Вот, а Змей-Кьюн тем временем метает какой-то слизь. Выбивает Криса Брэдфорда. Кроме того, усиливает атаку Донни космический, сканируя врагов. Вот при помощи своего посоха. Отлично. И дальше уже приходит время Бибопа из фильма. Ударом локтя он просто расплющивает очередного противника. Супер. Клеевая бомба Бибопа уничтожает Бакстера Стокмана. А что же раз вражеский Раф видения не реагирует, тогда мы его накроем с паровым облаком. Вот мощная атака и очередная победа. Супер. Ну что ж, идеальная победа, и мы идем с вами дальше. Опять же, все выше по турнирной лестнице. И берем, конечно же, следующую пятерку героев. Итак, следующая пятерка героев это у нас Раф ролевой, Зак, Супер Шреддер, Лео ролевой и еще Раф оригинальный. Кстати, прикольная получилась пятерка героев. Итак, вперед, что мы можем здесь сделать? Мы можем атаковать. Кстати, здесь лекарем является Микки из фильма. Его и будем атаковать в первую очередь, но вначале я превращу Рафа в видюшку, и благодаря этой способности у него появилась техника контратаки. А дальше уже подключаем Зака. Вот, он метает свой шлем-бумеранг, пытаясь выбить Микки, вот это у него получается. Кроме того, мне удалось активировать супер сердце Супер Шреддера. И благодаря этой технике у нас появились постепенные исцеления, способность на 3 хода, плюс дополнительная защита. Итак, просто супер. Ну а сейчас давайте-ка я попробую вот выбить Донни из мультика. Раф оригинальный атакует в прыжке, бьет ногой, выбивает врага. Отлично. Кроме того, Лео ролевой призывает друзей к атаке. Опять же, усиливая нашу команду. Целая куча положительных эффектов. И вот Раф атакует при помощи 20-ки особого удара. Супер. Очередной враг уничтожен. Пытается что-то сделать Микки классический. Уже как бы поздно. Он прокачал атаку, но это уже ему не поможет. Так как Супер Шреддер метает костяные кунаи. Вот выбивая противника. Остается только вот стиранка. И для него тоже нету шанса. Вот Раф оригинальный собирает слова как сюрикены. Метает и добивает последнего из врагов. Что ж, это было здорово. Хорошая победа, хороший бой. И мы идем с вами дальше. Итак, продолжаем подниматься все выше по турнирной лестнице. И, конечно же, берем следующую пятерку героев. Итак, следующая пятерка героев это у нас Микеланджело из фильма, Раф из космоса, Кожеголов, классический Лео и Железная голова. Итак, что мы можем сделать с врагами?
Итак, Донни оригинальный, Крис Брэдфорд, Донни из фильмах, вот Хан и Лео. Ну что ж, пусть давайте-ка пока начнем вот усиливать нашу команду. Итак, Микки из фильма призывает пиццу, вот поглощаем, усиливаем, подлечиваем нашу команду. Лео классический призывает тоже к атаке, вот налаживает на некоторых героев положительный эффект, маловато, честно говоря, рассчитывал на больше. И сейчас попробуем ударить, причем ударить при помощи удара Крогнерда, любимого героя из сериала Рафа Космического. Вот, превращая Саи в огненный хлыст и выбивает Криса Брэдфорда. Вот, Кожеголов тем временем решил запугать врагов своим криком. Вот супер, что-то не очень здорово получилось. Ну, тогда используем железную голову. Уже крик с мегафона. Да, вот это уже лучший эффект. Как видите, у врагов уменьшилась скорость. Тем не менее, враг атакует. Лео пытается что-то сделать. Вражеский Лео из фильма. Ну, сейчас мы ему остановим. Итак, огненный мяч Микеланджело из фильма. Вот, поджаривает, выбивает противника. А вот этого уже Лео оригинального попробуй выбить Лео классический, просто метнув в него фута. Да, прошу прощения, это был оригинальный Донни, а не оригинальный Лео. Вот немножко попутал героя, но ничего страшного. Итак, следующего персонажа попробуем поджарить при помощи черепашонка Чомпи, детеныша космической черепахи. Это уже сработал Раф Космический. Есть Донни из фильма выбит, остался только Хан, и то ненадолго. Сейчас Кожеголов, просто вращаясь как каток, расплющит этого противника. Да, это у нас получилось просто супер. Итак, идеальная победа. Продолжаем двигаться все выше по турнирной лестнице. Вот так и брать следующую команду от наших подписчиков. Итак, давайте-ка возьмем вот эту команду и посмотрим следующую пятерку героев. Итак, это у нас Лео из фильма, Лео оригинальный, Рокстеди Кролик, это у нас Пульверизатор и Тигриный Коготь. Ну что ж, тоже достаточно неплохая команда. Итак, у врагов есть морозная кошка. Ее я и буду бить в первую очередь. И для этого используем особый удар тигриного когтя Мечете. Супер. Вот дальше давайте-ка, друзья, я активирую особую технику Лео оригинального. Выпрыгивая... Ай-яй-яй, друзья. Вот прошу прощения, не то нажал. Вот это удалось использовать массовую атаку наших героев. Вот не хотел ее использовать, хотел оставить. Ну пока давайте-ка я усилю нашу команду. Вот подразню врагов еще при помощи пульверизатора. Вот хотел показать некоторые способности наших героев, но вот так как-то случилось. Что ж, ничего страшного. Итак, финальный удар от Рокстеди. Он активировал игрушки, забросал врагов. На самом деле это оказалась взрывчатка, выбил. Ну и это принесло нам победу. Вот как-то так. Итак, друзья, попутал немножко способность, не хотел массовой атакой сразу же вот выбивать врагов, но тем не менее, мне кажется, сработали достаточно интересно. Итак, следующая пятерка героев. Давайте-ка посмотрим, кто у нас в следующей пятерке героев. И это у нас Паукус, это у нас Донни классический, это у нас Донни из фильма, Эйптл Кунейчи и Бибоп Кролик. Вот сейчас увидите следующую пятерку героев, и надеюсь, они тоже себя покажут достаточно здорово. Кто здесь у нас? Итак, Керби Мэш, новый персонаж, новый враг, его попробует при помощи когтей достать Паукус. Вот, да, отлично, удалось выбить противника. Кроме того, Эйприл Кунейчи вот, атакует при помощи телекинеза, выбивая очередного вражеского героя. И уже у нас в бой подключается Бибоп Кролик. Итак, поедает попкорн, вот, усиливает нашу команду, подлечивает, восстанавливает. И мы продолжаем битву. Итак, выстрел из телепортационной пушки Донни Космического. И нам удалось выбить очередного противника. По-моему, это был Микки классический. Супер. Донни из фильма тем временем продолжает усиливать нашу команду благодаря электронным устройствам своего костюма. Ну и враг не дремлет. Вражеский учитель Сплинтер прокачал атаку для своего отряда. Вот, удалось усилить Бибопа, но это ненадолго. Итак, Паукус бьет учителя Сплинтера. Отлично.
Ага, что-то пытается сделать вражеский Рокстеди, стреляет из ружья, но это уже ему не поможет. Цепные молнии, Эйприл Кунаичи, поджаривая противника, выбивая его, и это приносит нам победу. Да, это было здорово. Хорошая победа, хороший бой. Вот, и мы берем следующую пятерку героев. Итак, все, продолжаем прорываться выше по турнирной лестнице. Отлично. Итак, 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 итак. Ну, давайте-ка, друзья, пусть будет вот эта команда. Так, следующая пятерка. Это у нас Джастин, это у нас кролики, Слэш, классический Шреддер и Доктор Роквелл. Кстати, много ли героев? Нет. Как видите, героев осталось достаточно уже мало. Вот осталось буквально больше десятка других героев. Ну, как бы как-то так. Итак, первым делом усиливаем нашу команду благодаря особой технике Шреддера классического. Вот. Дальше кролики пытаются выбить Бибопа классического. Для этого они трансформируются в кольцо. Вот в колесо наносят мощнейший удар и выбивает классического Бибопа. Отлично. Слэш тем временем напрыгивает на очередного врага и давит своим мясом. Раздавил бедного Микки классического. Вот доктор Рокл тем временем создает психопузырь, вот, который создает нам дополнительную защиту. И продолжает атаковать противника. Вот при помощи своего разума. Итак, досталось Бакстеру Стокману, но, как видите, он выжил. Выжил, но ненадолго. Молнии Джастина из глаз добивает Бакстера Стокмана. Кроме того, вот Шреддер классический, объединяя свои мечи в глефу, метает и выносит очередного врага. Донни оригинальный уничтожен. А вот точку уже поставят кролики, они трансформируются в огромного робота-трансформера, который наносит сокрушительный удар и сметает последнего из врагов. Просто супер. Ну что ж, как видите, это тоже идеальная победа. Вот идем с вами выше и сейчас, надеюсь, прорвемся в новую лигу. Не получилось. Но это не критично. Друзья, вот в следующей битве точно уже прорвемся. Итак, остается очень мало героев. Смотрите, Голубь Пит, Шреддер мультяшный, Рокстеди из мультика. Это у нас Крэнк и Синегами. И остается у нас 6 героев. Придется в следующих битвах взять по 3 героя, иначе, друзья, на последнюю битву выйдет только вот Кейси Джонс. Это опасно, он может там проиграть. Ну ладно, давайте-ка пока сыграем как-то вот так. Итак, пятерка героев вот, против достаточно неплохой вражеской команды. Итак, первым делом Голубь Пит прокачивает уклонение. Друзья, прошу прощения, не та команда. Не та команда, но ничего страшного. Сейчас я усилию, подлечу нашу команду. Вот, тем не менее, Голубю Питу удалось вот кого-то заклевать. Дальше Крэнк вытаскивает самого себя из своего же костюма, тем самым усиливая нашу команду. Вот просто супер. Опять же проявились некоторые положительные эффекты. Вот Шреддер в прыжке пытается справиться с Крисом Брэдфордом. Вот удар когтей, и Крис Брэдфорд уничтожен. Дальше уже в бой ввязывается Синегами. Она призывает демона Они из японской мифологии при помощи талисмана тигриного глаза, который и атакует противника. Супер. Итак, остается у нас Рокстеди, и он пытается забодать очередного противника. Вот мощная атака рогом. Есть. Враг уничтожен. Вот Голубь Пит тем временем вот прокачивает уклонение своим забавным танцем. Вот. Отлично. Вот Слэш в ярости пытается напрыгнуть, пытается нанести урон, но уже в бой ввязывается Крэнк. Он активирует технодром и из плазменной пушки выбивает оставшегося противника. Да, это было здорово. Хорошая победа, хороший бой. Как видите, идеальная победа. Вот, и мы идем с вами дальше. Итак, да, удалось прорваться в новую лигу. Это здорово. Но, тем не менее, друзья, давайте-ка мы сейчас вот попытаемся сразиться
и уже добить остатки героев. Итак, остался у нас Мутагеноид, Рокстеди из фильма, Лисичка Алапекс и, наверное, друзья, пока все. Вот эту тройки героев, которые остались, Рокстеди классический и Бибоп классический и Кейси Джонс из фильма, я оставлю на следующую пятерку. Прошу прощения, на сражение следующей пятеркой героев, иначе мы можем проиграть. Один герой очень опасно сражаться, он может просто продуть. Итак, что мы можем здесь сделать? Давайте-ка я нанесу серию ударов проклятыми клинками. Вот лисички Алапекс по Бакстеру Стокман, по Бакстеру Мухину. Вот смотрите, удалось запинать без проблем. Дальше ударами ладоней Мутагеноид расплющивает доктора Роквелла. Рокстеди из фильма пытается запугать врагов как-то без результата, только привлек внимание в себе. Ну и враг не дремлет. Вот Микки оригинальный прокачал иммунитет. Вот, но это как бы не критично. Сейчас лисичка Алапекс покажет в прыжке, как здорово бьет ногами. Итак, выбивает Рафа видение, пытается что-то сделать Микеланджело видение, но это уже ему не поможет, так как лисичка Алапекс использует особую технику. Массовую атаку, уклоняясь от сюрикенов. Вот она подставляет вместо себя бревно и наносит удар со спины. Выжил Микки видение, но ненадолго. Мутагеноид создает кусочек слизи, метает и добивает последнего из врагов. Супер, ну что ж, тоже идеальная победа. И у нас последняя тройка героев. Мы, конечно же, продолжаем продвигаться выше по турнирной лестнице. Тем не менее, давайте-ка возьмем последнюю пятерку и посмотрим, как она сработает. Так, последняя тройка героев, не пятерка, тройка. Рокстеди классический, Бибоп классический и Кейси Джонс из фильма. Вперед! Итак, что же из себя представляют враги? И это у нас Бакстер Кролик, прошу прощения, Бибоп Кролик, Бакстер Стокман, Микеланджело Рерлевик, Раф оригинальный и Донни из мультика. И первым делом сейчас Кейси Джонс из фильма попытается запинать Рафа ролевого, Микки ролевого. Отлично, получилось. Тем временем Бибоп поедает попкорн, усиливает нашу команду. Замечательно. Что враги? Враги неактивны, тогда натравливаю на них Рокстеди. Итак, он бодает и пытается выбить кого из врагов? Донни из мультика. Пошла контратака Рафа оригинального. Бибоп, кролик вражеский, поедает попкорн, усиливает свою команду и подлечивает. Ну, а я подключаю нашего Кейси Джонса. Удар шайбой, клюшкой по шайбе, и враг ранен. Ничего себе. Пошла контратака Бакстера Стокмана. Ну, ничего страшного. Сейчас мы попробуем выбить Рафа оригинального. Для этого Бибоп классически использует гранатомет. Выстрел, да, враг уничтожен. И последний удар, скорее всего, нанесет Рокстеди. Итак, выстрелом из косморужья он выбивает Бибопа кролика. На удивление выжил Бакстер Стокман, но ненадолго. Итак, Кейси Джонс пинает его своей клюшкой. Бакстер Стокман выживает, но опять же ненадолго. Бибоп классически добивает его из своего ружья. Просто супер. Ну что ж, друзья, идеальная победа. Все враги уничтожены. Мы никого из героев не потеряли. Прошлись полностью по всей героев игры Черепашки Ниндзя Легенды. Очень надеюсь, что видео вам понравилось. Завтра я планирую снять видео со составами от подписчиков, которые вы оставили на новом канале. Ну и, конечно же, дальше буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Составы буду брать по очереди от самых первых, и пока будет возможность снимать. Ну и кроме того, самое главное, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!